Третий день пятого международного ФДМ-конгресса 2011 года в Вене открыл доктор Георг Харрер докладом «Фасциальные дисторсии тазового дна». Думаю, именно этот материал мы изучали на втором модуле базового курса, но это не точно. После него было представлено сообщение ФДМ в Италии, а затем Штефан Баумерт поделился с аудиторией своими наработками в выступлении «Активная ФДМ». Полагаю, что речь шла об активном задействовании пациента в терапевтическом процессе. То есть терапевтам предлагалось не только просить пациентов комментировать и направлять производимые ими воздействия, но и корректировать положение тела во время лечения так, чтобы усилие специалиста всегда было направлено в эпицентр проблем. Мысль интересная и вполне соответствует концепции доктора Типальдеса, но, на мой взгляд, маловыполнима. Попробуйте, посмотрите, что получится. Следом Маркус Брайнессель предложил рекомендации по оптимизации прикладываемых сил в техниках модели фасциальных дисторсий. Возможно, что именно его и именно с тех пор, цитируют представители ЕФДМА, подчеркивая, что триггер-бенд-технику следует выполнять очень медленно. Позволю себе тут заметить, что если ориентироваться в процессе исправления дисторсии на пальпаторные данные, то вопрос силы и продолжительности давления даже не возникает. Думаю, что в этом эпизоде доктор Типальдес демонстрирует именно это. On the posterior shoulder trigger band pathway, we're going to find an irregularity that starts right here. This is going to come. I did this with one hand, but for you, your thumbs probably aren't as strong. And we're going to bring this all the way up. And I go at a much faster speed than I expect other people to go at. Далее, как это ни удивительно, на кафедру поднялся ведущий преподаватель Института фасциальной остеопатии Франка Ромера, автор предисловия к переведенному Франком Ромером с одобрения Алекса Типальдеса на немецкий язык четвертому изданию учебно-методического пособия доктора Типальдеса 2002 года и практическому руководству по ФДМ самого Франка Ромера Роберт Шляйп с лекцией «Фасция. Динамический сенсорный орган». После его лекции было выделено время на обсуждение, после которого прошли мастер-классы доктора Маркуса Брайнесселя и Роберта Шляйпа, на которых они продемонстрировали на практике то, о чем рассказывают. Собственно, на этом Пятый международный ФДМ-конгресс 2011 года, приуроченный к 20-летию открытия Триггер-бенд, собравший в Австрии, где, по словам доктора Георга Харрера, доктор Типальдес впервые в 1997 году представил полностью сформулированную концепцию модель фасциальных дисторсий, более 180 европейцев, американцев, японцев и африканцев, завершился. Участие в ФДМ-конгрессе членов Fascia Research Society не легитимизирует концепцию, сформулированную доктором Типальдесом. Они представляли свои исследования, как и на многих других конференциях, не проводя никаких параллелей.